вяленые желтки. И не только, но и маринованные желтки в соевом соусе по-корейски. Покажу то и другое сегодня вам в этом одном видео. И самый простой способ сделать маринованные желтки – это смешать мирин, рисовое вино и соевый соус в пропорциях 1 к 2. Но мы будем делать по корейскому способу. Нам понадобится какая-нибудь мерная посуда и соевый соус в объеме 300 мл. Заливаем в какую-нибудь кастрюлю, в которой будем это кипятить. Также сахар в объеме 3 столовых ложек засыпаем в соевый соус. Затем рисовое вино, мирин. 4 столовые ложки. Это тот самый случай, где без этого ингредиента обойтись нельзя, хотя обычно в видео я вам говорю, что если нет, то это можно и пропустить. Далее закладываем некоторые овощи, а именно половину луковицы, у меня большая луковица, также 3 дольки чеснока, 2 пера зеленого лука, а именно в основном белые кончики и немного от зеленой части. И также 1 зеленый перец чили, нарезанный на несколько частей. Все это мы должны теперь с вами довести до кипения. Когда эта масса закипит, мы должны будем кипятить еще в течение 1 минуты. И затем снять с огня и полностью остудить. Когда все это остынет, мы должны будем вынуть овощи. И удобнее, конечно, всего и лучше всего это процедить, потому как от перца чили могут остаться там семена. Теперь приступаем к тому, чтобы закладывать туда желтки. На данное количество соевого соуса у нас 6-7 яиц примерно, и мы отделяем желтки от белков. Вообще, конечно, зависит от того, насколько большие яйца. Если желтки достаточно объемные, то, может быть, их можно будет положить меньше, а если они поменьше размером, то, собственно говоря, и больше. Также зависит от размера контейнера, который вы используете. Аккуратно закладываем в желтки уже остывший соевый соус. Что делать с оставшимися белками? Линк здесь вверху на интересный рецепт, а также в конце видео. Тоже можно будет перейти на рецепт из белков. Минимальное время выдержки – это 2 часа желтков. Затем их нужно перевернуть и еще 2 часа держать в холодильнике. Но максимальное время выдержки – 1 день. Затем перевернуть желтки и еще 1 день держать в холодильнике. Так вы получите наиболее богатый вкус от долгой выдержки. Но если торопитесь, можно и по минимальному сроку пойти. Как вы видите, я храню их в холодильнике в закрытом виде, вот где-то внизу под морозильной камерой. Итак, показываю, как переворачивать желтки. Я пошла по максимальному сроку выдержки, и по истечении 1 дня я достала из холодильника контейнер и вот таким вот образом перевернула желтки. Они уже будут достаточно плотные, так что не бойтесь, вы их не сломаете. Если, конечно, вы выдерживали всего лишь 2 часа, то тогда с ними нужно будет быть поаккуратнее, потому как они будут менее плотные. Перевернула и опять в холодильник еще на 1 день. Далее, через 1 день показываю, как это можно вкусно есть, точнее через 2 дня уже. А именно, нам потребуется отварной рис, здесь в данном случае в объеме 1 пиалы, то есть на 1 человека. Достаем 1 желток, кладем его на середину, немного, где-то в объеме 1 столовой ложки, поливаем тем же самым соевым соусом, в котором мы их мариновали, добавляем кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки, посыпаем обжаренными кунжутными семенами, где-то буквально щепотка, и также немного зеленого лука, тонко-мелко нарезанного. Это всего лишь один из самых простых и распространенных и быстрых способов, как можно всю эту вкуснятину употребить, перемешать и съесть. А теперь второй рецепт, а именно соленые вяленые желтки. Для этого нам потребуется соль морская или кошерная и также белый сахар в пропорциях 3 к 1, соль 3, сахар 1. Засыпаем это в какой-нибудь контейнер, пластиковый или стеклянный, конечно лучше, если возьмете стеклянный, и затем, засыпав соль и сахар, мы все это хорошо вместе перемешиваем. Перемешав, нам нужно будет отложить часть всей этой сахарно-соляной массы для того, чтобы потом засыпать желтки сверху.
Возьмите яйцо, пока оно еще целое, и сделайте при помощи яйца небольшие углубления, вот таким вот образом ямки, куда вы будете класть уже потом желтки. Теперь яйца 6 штук, просто в мой контейнер помещается 6 штук. Мы должны отделить желтки от белков. Я делаю это вот таким вот способом. Мне кажется, он самый наиболее удобный и, в принципе, самый практичный для того, чтобы не повредить желтки. И, как я и говорила, аккуратно кладете желток в уже подготовленную ямку. Что делать с белками? Линк здесь вверху, что можно интересного сделать с белками помимо безе. И также в конце видео тоже будет линк на возможный рецепт. С оставшейся части соли и сахара мы делаем посыпку сверху. Удобнее всего пользоваться для этого ложкой. Все хорошо сверху посыпаем, чтобы совершенно покрыть сверху желтки. И минимальный срок выдержки в холодильнике – это 4 дня. Максимальный 7 дней. У меня получилась такая средняя величина, выдержала я 5 дней, и сейчас смотрим, что из этого получилось. Аккуратно ложкой, поддевая снизу, мы достаем желток, ориентируясь на то место, которое горочкой. И, в принципе, он уже будет достаточно плотным, так что вы его не сломаете. Стряхнув поверхностную соль с сахаром, мы в холодной воде аккуратно промываем яичный желток. Как вы видите, он будет немного такой скользкий, так что будьте аккуратны. И, в принципе, нам все равно еще нужно будет его в бумажном кухонном полотенце немного обсушить. Как я и говорила, желток будет уже достаточно плотный, но все равно будьте с ним аккуратны, потому как если вы на него надавите, то он потеряет свою форму. И вот такую красоту мы с вами получаем. Кстати, чтобы сделать апгрейд вкуса этих соленых вяленых желтков, можно добавить в соль и сахар в эту смесь, например, красный перец чили, черный перец или какие-нибудь другие специи и пряности. Сейчас показываю самый простой способ, как это можно кушать. Делаем тост, например, на масле или просто обычный в тостере, и размазываем полученный желток по всему тосту. Можно еще чем-то дополнить этот элемент. Я показываю самый простой, самый обычный способ, как это можно употребить. Поверьте мне, что это уже необыкновенно вкусно, но немного соленовато. И как можно сделать апгрейд этим желткам? Можно их запечь. Для этого смажьте поверхность противня, чтобы они не прилипли, расположите их на противне и запекайте в духовке 1 или 1,5 часа при температуре 80 градусов по Цельсию и 175 по Фаренгейту. И что мы, собственно говоря, от этого получаем? Желток настолько уплотняется, что его можно натереть в виде стружки и, например, сверху украсить этим свою пасту. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь и приятного вам аппетита!